This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Good. Алло. Не то. Это не то. О. Не самое лучшее время, конечно. Бррр. Че, буду так сидеть? Да чё? А я чё? А я ничего. А чё я? Ура! Поехали. Бррр. Так, меня, ну, наверное, меня плохо слышно, надо погромче сделать себе немножко. Хоть я поставил микро... А, ну... Я, наверное, так сделаю тогда. Да, попросту сделаю так. Дверь закрыта. Я на месте. Так, мне нужно подготовиться чуть-чуть. Ты куда съехала? Крутая девочка. Точняк. Точняк. Вот это, вот это. И вот это. Все, гуд. Чик. Так. Тихо, тихо. Раз. Нет, это не то. Не та вкладка. Раз. Где? А, во. Вот. Отлично. Кул. Здесь и здесь. Да, все. Синхрон есть. Сегодня будет мега разрыв лица. Покажут много кого. Заранее всех приветствую.
Ой. Начнем с ежедневочек, думаю, да? Я поставлю, наверное, вот это вот. Вот сюда. Чик. Вот я, наверное, музыку выключил. Все. Чтоб уж точно. Чик. С возвращением. Illusion shattered. Yahoo! Think you can get away? Brace yourself. Что делать? Что нового стрим разработчиков? Дела отлично. Ну как отлично? Пойдет, но стрим разрабов это сейчас СКАРАМУЧЧА будет. Надеюсь. Хоть ну должен быть. 3-3. СКАРАМУЧЧА обещали. Все. Что в ящике? Да. Да-да. Wouldn't gliding be faster? Что ж, школа закончилась в час. Спустя 20-30 минут я уже был здесь. Позанимался. Потренировался. Поел. И сейчас стрим. Приблизительно до 16. Стрим до 16 и откис потом на математике. Кто стримит? Никто. Ты не стримишь. Где стрим? Какой чат? Ух ты, грибов сколько. Вкусных. Угу. Бабочки. Гуда. А куда мне? Куда? Налево. Налево. Unlucky. Там человек попал. Ну ладно. Найдется. О. Какой-то рандомный чел зашел. А вот теперь нормально. Таджик зашел. Какой-то Канами был странный, не пойму, кто это. Кто это был? Что это? А? Что? Непонятно, какой Канами. Вот так вот Джин. Все, вернулся. Наконец-то ты пришел. Стрим будет вечером у него. Как я понял. Привет, дела отлично. Может рассказать, ладно. А как туда можно побыстрее как-нибудь? Гаку. Ща такие будут сливы обнов на стриме. Ой-ой-ой.
Я или кто? Или таджик. Ки. Я видел. Еще 2 ежедневочки. Ага. А вы кто? Бр. Угу. Я папа тебе? Нет. Бр. Я тоже не могу понять, как так можно получить сразу 27 банов за 1 секунду. Разработчики, эй, дайте бан, а то мне скучно. Ну так, просто скучно мне стало, разрабы, забаньте меня. Ну, типа того. Извините, но вы просили забанить, мы вас забанили. С любовью, Михаил. А, нет, как его? Хуёверс. Спасибо. Приятного бюро. По МСК 19 на Ютубе, а я буду смотреть на Твиче. Он будет в 15. Ой, хотя бы в играх всех, это, русский язык появился. Не у всех игр даже русский язык есть. Привет, Леонард. Русская озвучка тоже не помешала бы, да. Тоже, да, в 15 будут говорить промики. В 15 будут, там не будет действовать и день. И потом они такие, оп, и все. Ждем стрима разрабов мы. Ни за что. Если бы добавили озвучку русскую, конечно, было бы вообще кайф. Это аж не читать сюжетку, а слушать. Ну кайф же. Как-нибудь попозже. По идее, уже через 40 минут начнется стрим разрабов. Угу. Угу. Можно так сказать. Здесь много монстров. 3 свежих фрукта. Но 1 есть. Окей, мэн. 2 есть. 3 есть. Че, обратно? Ладно. Здесь, наверное, будет ближе. Не знаю, что может не нравиться, не считая сюжетки. У меня описание не написано, но так, на этом аккаунте у меня 59-й. С половиной. Даже чуть больше половины уже. Я посчитал так-то. Мне до 55 дней осталось до 60 ранга. Ну, дальше все, игра пройдена. Не, как раз таки карта нормальная, а вот сюжет долгий, шо пипец. Там, если откроешь по сюжетке все телепорты, то, в принципе, уже ничего такого и нет. Пшеницу тебе еще, ну ты... Ужас. Конечно, есть места на карте, там где-то чуть-чуть непонятно. Ну да, у меня делок просто идет. Да. Чик.
Угу. Вот так сделаю. Все. Вот здесь, например, да? Я вот здесь. Кидишь получать, ну, удачи. Вот здесь, допустим, это под землей, вот это под землей, вот это под землей, вот это под землей, вот это почти под землей, но не совсем. Это снаружи, вот это под землей. Вот здесь около входа. Но остальное вроде бы над землей. А, вот здесь, по-моему, вот это еще под землей. Что? Как ты открывал сишоткой и просто ходил, открывал. Это зона. Это. Да, увядающая зона, точно, вспомнил. Ходил, открывал, бегал. Вот еще. Все? Так понимаю, вас надо убить. Let's go. Как-то вас много. На том, когда залетать надо. Большому робота, если сам. Ну, ладно. Масштаб. На моменте не нужно было войти в робота, я пошел. Чуть пошел. Чуть-чуть так. Ничего не понял и да прошел через дня 3-4. Пока ждал, там проходил другие места. Бр. 5 дней, да. Кстати. Кто? События? Давай. Ой, куда ты? Меня. Что? Не надо, я прошел уже, спасибо. Угу. Забираем награды. Смола. Лагает. Бррр. На стриме не видно, а меня лагает. Unlucky. Осталось 600. Осталось 450. 10 боссов удалить, да? Угу. Угу. Или мору потратить. Ну, предлагаю мору потратить. Если выпадут артефакты хорошие, выпадут. Например, перышко, скрытое там урона в основе АМС. Или атакой. Процент. Было бы неплохо. Я бы не отказался. 37 секунд голосового. Послушаю как-нибудь потом. Возвышение 3 на 45 ранге сложное? Да нет. Там, в принципе, до 70-го не очень сложно. Потом-то нужно уже много. Здесь нужно уже 6, и вот этих 20. Здесь уже нужно 12, а здесь еще 8. За день, типа день, можно нафармить. Это 4, 160, ну типа 160 смолы. Не так уж сложно.
40. 50, 60. 70. На 45-м ранге третье возвышение. Это на 60 уже возвышение. А, на ранге. Все. Молчу. Ранги не помню, какие там. Лява. Чух, 23 тысячи. Красиво, мне нравится, мне нравится. Одобряю. Ну и хорошо сейчас было. Бонус анема без скриптов. Очень полезная. Чик. Угу. Сянка имба. 36 секунд. Вот это уже другой разговор. Вот это да. Это не 40 уже, 36. Возможно рекорд, хотя, по-моему... По-моему, 32 секунды у меня рекорд. Вроде как. Половина времени я бегу. Классно. Угу. Без реакции 20 тысяч. Let's go. Ульта не успеет его убить. Ладно, успела. 35 секунд. Приближаемся, приближаемся потихоньку. Угу. No time to lose. Я, наверное, Беннета не узнал, да? Генш что-то прислал. Что же прислал Геншин нам? Путешественники, специальный стрим, посвященный версии 3.3, вот-вот начнется. Нажмите здесь. Это на Твиче, я понял. Вот-вот начнется. 14:30 же. Рановато вам делать оповещение. Вот-вот начнется. А где у меня? Что с свечом? Вот, я понял. Вот, все, Геншин не открыл, если что. Version 3.3. Special program. All signs clear. Okay, man. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. ХП. Бра, где хорошие артефакты? Я же загадал. Перышко. С критами. Where? Ну, лунатишь, ну, ладно.
Бра. Чуть не упал. Показ за окном. Привет, дома. Что я могу еще сказать? Даже сказать нечего, без слов. Привет, Татьяна. 14:30. Осталось полчаса до начала стрима разрабов. Полчаса. А, он не успел. Ну и лох. Я в шоках. Вот это, конечно, он это... Ага. Вот это вот надо мне. Вот это мне надо. И что же это у нас будет? А? Угу. Ух ты. Ага. Привет, ноунейм. Ага. Скотиняка ты. Ну ты... Блять, какое же калище. 59-й. Боже, блядь. Круто. Вот это артефакт. Я в шоках. Прям это... Самка? Кто? Убивает. Кто может убивать? СА. А как она убивает? Кто кого убивает? Ладно. Окей, мэн. $450. Босса пойти, что ли, побить? А, ну или 40 тысяч потратить. Ну, я... У меня есть куда. Раз. Сколько там есть? 40 тысяч? 50 потрачу. До 5-го уровня давай. Ага. Гуд. Да, вроде. Да, 15 часов идет экспедиция. $15. Все, БП пройдено. Бра. И что же это, ничего? Это не фиолетка. Хорошо. Угу. 7, 6, 30, 31, 32. Мне
Первый церемониальный однорук появился на 57-м вроде бы. Конечно, сейчас он у меня R7 вроде бы. R8. Точно. Но все же он у меня только появился на 57-м. У меня по феткам, в принципе, не было проблем. У меня они всегда были. Они у меня были. Вот я их получил вот на этом моменте где-то. Всех. Бррр. How did I do that? Начал я играть на КВМэне. По большей части Тарталью. Тортика моего. По луку, думаю, можно сказать это. Такой неплохой лук. Ну, вполне. Одобряю. На это сами собрались. Это не я. У меня Кицин была вторым додать персонажем на аккаунте. И мэнил на тот момент, как мне выпала балл. Мне выпала балл, и ну и все. Дальше у меня пошли пачки с балл Казухи, Мона и Бена там. Бра. Артефакт? Артефакт не будет. Эх, жалко. No time to lose. Помню, когда здесь была Аяка с бесконечным количеством днем. Потом было 300 с чем-то дней. Классно. Да, если бы эмблему Щемнава добавили бы, это кайф был бы. Я бы только в его перерабатывал бы. No time to lose. А я где? А я кто? Баннеры. А ну. Кого я, мой? С какого я этого? Я, получается... Прям нормально играю. Ну где-то с середины мая. Это раньше 1.6. Точно, я помню, как я 1.6 выжидал. Кому? С какого я это играю? 18 мая 21 года, это что? Я сам собой пытаюсь понять, с какого обновления я играю. Ладно, посчитаем по-другому. Это 1. Это 1.1, 1.2. 1.3, 1.4. Нет. 1. 1, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Ну с 1.5, 1.6 я начал играть. Сара неизвестно.
По идее, по логике должна быть. Никто не обещает этого. «15 минут до начала стрима разрабов». Сахароз. Зачем? Если кто тебя Г вообще? Кому сахарозу поставить? Веселый у меня сегодня день. Сейчас стрим. После стрима у меня допы. После допов я возвращаюсь, учу аргументы. Всем. Посвящение, ведь завтра у меня пробное декабрьское сочинение. Кайф. Мне выпала сахароза на первом этом баннере бал. Там была сахароза, Сара. И кто-то еще был. Не помню, кто там еще был. И вот там мне выпало 2 сахарозы. Да. И одна, по-моему, Сара. Залечу чайник. Пока есть время. Спать. 22:44 у тебя. Бывает. У меня еще весь день впереди. Весь день. Сегодня пятница, завтра суббота, завтра декабрьское тестовое сочинение, воскресенье отдохну. Ага. Что можно купить? Этих у меня по 400. Кайф. Это мне не надо, у меня ртов нет, так что это не жалко. Чик. Ты кто? Что это? Что это? За целую 1000? Ну давай. Заинтересовали. Виды Сумеру я смогу сделать. Обещаю такое. А ну. Где это должна быть? Первый персонаж. У меня тоже есть аккаунт, где у меня Сахароза один из первых персонажей. Опа. Ага. YouTube начал веселиться. Сейчас надо следить, чтобы стрим не крашнулся. Уже ютуберов пошли крашить стримов. Веселуха. Начала 10к онлайна, крашится стрим. Неприятно, наверное. Мне тоже будет неприятно, если мне крашится так-то. Не хотелось бы. Блин. А где это? Аж свой стрим стало страшно. Бра. Где? Что я купил? Что я купил? Вопрос мне такой. Вопросик.
А. Что открыто? Форма обителя? What? Что ты сейчас сказал? Форма обителя? This realm is Сумеру? Них. Ничего себе. Крутяк. Ого. Красиво. Красиво. Ни хрена себе. Охренеть. У меня Нинка C5. Она меня очень подбешивает, не может мне еще раз выпасть. Охренеть. Я впервые это вижу. Я не знал, что тоже доступно. Я вообще не знал, что будет Сумеру локация. Я вообще забыл про это. Как красиво. Крутяк. Это дом. Это дом. Че я сейчас сразу не понял, что это дом. Блин, ну ладно. Не, ну вопросов нет. Вопросов нет. О, красиво. Туалет. Я хочу поставить вот это. Вот куда? Где я буду спускаться? Вот я здесь буду спускаться. Такой домик я поверну. О, поверну. Прям сюда. Будешь идти прям вот подниматься. Красиво. I like it. Это что у нас? Базар. Сумерский. Ставим где-нибудь здесь. Это у нас уже и на зуму пошла. Тоже поставлю. Красиво. Эйлайн хочу. Я не буду даже задумываться, Элайн. Прям железобетонно. Где я поставил-то? Это я здесь поставил, ё-моё. Прям, чтоб не было видно, я поставил. Ух ты. Вот пока я тут занимаюсь, да, чем-то. Тем временем осталось 8 минут до стрима разрабов. Сейчас отменю. Вот так все. Тут я закончил. Хотя нет, можно дерево посадить. Дерево хочу сюда. О, сойдет. Идеально. Это откуда я иду? Это я где? Это я сюда, наверное, спускаюсь, да? И, типа туда уходишь потом. Значит, вот здесь. Я вот эту вот хрень поставлю. Красотень. Что-то не помещается. Ага, все помещается.
Ага. Раз. Бр. О, можно? Так можно, да? Вот так нельзя, да, уже? Вот так можно. Круто. Вот так сюда идешь, такой. Потом... Это кто? Откуда? Я, наверное, не вижу, да, ничего? Ладно. Не буду задаваться вопросами. Это я оттуда сюда иду, значит, это вот так раз. Красоту-то все равно надо навести. Не оставляет же чайник пустым. Ну, да. Собственно. Ангон есть, Шаньхэ? Что? Где есть? Еще одно дерево здесь поставлю. Угу. Угу. Где есть? Кто? Не понял. Ок. Ну, договорились. Вот и поговорили. 5 минут до стрима. Нравится. Пройдемся. Бро. Че за подстава? Оп, ночь. Блин. Ладно. Ай, какая красота. Дорожка. Телепорт забыл. Нельзя войти в таком состоянии. Телепорти. А где у меня этот? Ну как его? Чипсдрик этот. Где он? Вопрос такой. Наверху, типа? Теперь я не смогу подняться и тепарнуться и сразу нажать F. Чтобы его активировать. Близко. Здесь типа забирать. Бррр. Неудобно, но красиво, аж пипец. Красота. Так, что там у нас по стриму? Разрабов. Захват экрана. Сцена 2. Нет. У меня 10 ранг, но я знаю, что такое не. Ладно. Захват игры нет. Это вообще непонятно что. Добавить захват окна. Захват вот этого окна желательно.
А где он? Что, конечно, нулек будет? Нет, не будет нулек. Вот. Что? Захват окна. Бр. И вот здесь типа такой оп. И нет пробелов. Во. Отлично я сделал сейчас. Я все вместил? Нет, не все вместил. Вот так все. Закрепить. Это мы убираем. Я забыл вебку. Где это? Сана 4. Вот. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Угу. Все. Let's go. Стрим разрабов. Да. Вот-вот должен начаться. Прям вот-вот. Прям вот скоро. Стримчик это стартанет. К мне. Вот так, да? Тогда я сделаю и вот так. Ничего не было, я не понял. Наверное, ничего не было. Что должно было произойти, не знаю, сам. 15, все. Я готов. Готов? Я готов. I'm ready. Угу. Вот так вот, идеально. Чё по стриму? Может, обновить надо? Как всегда. So, is there really a ghost around here? Как всегда. Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself. Охрененно. Squall and Fury. You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? У меня мурашки по рукам идут. Охренеть. Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. Охрененно. И первый же промокодик вылетает. Well,
А. У6. ФН. БН. ПВ. Раз. Чик. Тестим. Правильно ли я его вписал? Ну что ж. Стримы разрабов, как всегда. Супер крутые. Я неправильно его вписал. АРАУ. 6. F. Почему я нажал D? F. Бра. F. Вот, да. F. Сорян, моя проблема. Мой трабл. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact, and today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. Ля, And Ита. I'm Patrick Сразу слышно Pedraza, пришел. voice of the Wanderer. But up until now, Интересно, у него travelers имя have only прям... known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true, but to be fair... Его it's a прям really Ванденер good будет звать, или чи как? Yeah, I know. Че, может, I'm super Скарамучча excited to have все-таки the ж chance нет? to share Или some Вандерера? upcoming content Ванденер? with everyone. Или как его там? What did you Как all его? think about that trip? Вандерер. Okay, so Okay, I so- definitely saw Irminsul in there, and I Brr. am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had. Ну, короче, пропустил опять сколько-то стрима. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Забываешь, обновлять надо. Dude, I'm just Сейчас super о stoked чем-то for там everyone to поговорят. see Scaramouche's Не будем мешать. backstory. I'm И so excited about it for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, продолжим просмотр крутого following the трейлера. story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone Вообще, wants ваше to know предположение, is что how he'll кто become будет the еще Wanderer. Yeah, for Скарамуччей? sure. And there's quite a story behind that. А, да, If you're interested, надо будет then be Фарузан, sure как to я check out понял. the А кто Archon еще Quest будет? interlude chapter Из четверок, in из четверок. version of Genesis. Четверок. There's so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. 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 Если что, то с переводом на русский язык вы сможете посмотреть его в 19:00 на ютубе, на их официальном канале. О, возвращаемся. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting Окей, though, to see вопрос the следующий. Traveler, Nahida, Что and это? Scaramouche all together so peacefully like that. М, But in this interlude Что это chapter, такое? Nahida will task the traveler and Это Pyro with keeping an eye on Scaramouche while we что-то, go что through входит в the него. Irminsul in search of some information. Что это? Oh, interesting. Это загадка. So obviously Nahida must have some reason for Что deciding такое to keep красно-черное, Scaramouche что around. входит в Скарамуччу? Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Кстати, Yeah, always. No. две крутки And будут. at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that. Это его сердце, Okay, типа... so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I Типа mean, у него его it забрали, seems или like he's он really его changed возвращает a lot. себе? Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in game. Интересно And it's выглядит, better если это to explore сердце. the storyline without У них too much обычно нажатие, spoilers, как right? True, true. Yeah, I старые guess песочные you're часы right. выглядят. Okay, we'll leave Что the типа rest того. for travelers to discover А тут themselves. что-то... But the Не то. Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. Сейчас покажут нам его в действии. Человеком стал, понял. Сейчас подтвердили, что он будет в 3.3. И в следующий раз покажут нам это его способности. Bow your head.
И поправил. All right, Patrick, you're up. Ладно. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst Эй, бра. with vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, Windblade? Not the same as the Traveler's wind blades. Okay. So as everyone probably already noticed, okay, the man. Wanderer can hover in the air when he Ракета casts his elemental летающая. skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. Кстати, я понял. Damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So Как я понял, он будет играть Traveler от gets cleaned нет while самого, hovering. не самого большого количества дамага, а от скорости тычек. Его. То есть я видел уже в ютубе, уже показали его с ультра большим бафом скорости атаки. Там такая каша, боже. Ну, не знаю, наверное, там атаки так 5 секунд делал. Ну вот эта же хрень, только ускоренная раз 10, наверное. Ну, может 5, ладно. Вот сейчас он уже ускорился немножко так. Ну, еще быстрее, но... То, что я видел из его так вот этих быстрых, это просто... У него просто ХП у врагов будет просто... И все. Какой враг? Воздухом разделал его, так, коррозия. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. Блин, может вместо я попробовать СКАРАМУЧЧИ, конечно, выбить и не крутить Яэ. Это я Лайлу хочу, я не Яэ кручу тогда. Я кручу Яэ. Ой, Лайлу. Уже путаюсь. Бра. So travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Wanderer. Yes. This Путешественник. is an interesting one. Ну или The исследователь, Wanderer can хз, decrease кстати. the mora required when А нормальные ascending атаки с... Hey now, you can never СПД? complain about Спит. saving more, huh? Am I right? Okay, Huh? that's true. All right, На now that we've 50% seen the меньше Wanderer, let's количества. move on to the next new character. Are you ready? I'm Из ready. пассивки я понял, он что там скорость атаку ускоряет. Не успел дочитать. Ну ладно, What did you say? попозже дочитаем. I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Faruzan. Фарузан. Pick that up. Еще Лайлу не выбил, а мне тут уже Фарузан пихают.
learn more about О май гад. pressure-based puzzle mechanisms? Yeah. Layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds sassy. Yeah, and smart too. She seems so awesome. She's fun. I wonder what her skirt's made I of. know. her Красивая. design Вот, is во-во. so Дырочка в cool платье. and really Щи. detailed. I love Ножка it. светится. So, even though she looks super young, she's actually an Офигеть. old person? Like, Чё же без платья не сделали бы? Well, she's not that old. Oh, right. Постеснялись, блин. Faruzan's age is probably still nothing compared to Я в шоках. Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a Ладно. really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of Ну или age, пропусков isn't their age кадров. also kind of mysterious? That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Tibet. Faruzan works in the academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So, I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The Что-то notes she left говорит. behind eventually became the basis Что-то of там mechanical research скучновато for уже later становится. generations. Бро, давайте Sounds pretty механики. amazing. But Amazing. later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a Нам ее puzzle. историю рассказывать, There, чеша. she encountered Типа, some мне важно. strange phenomenon which stopped her from aging Ну вот. and was trapped there for Я nearly красота, 100 потому years. что... She eventually Потому что он solved the богатый, puzzle ладно. and was Да. able to finally return to Sumeru. Я продажный. Can you Замору. imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Я пытаюсь понять хотя бы одно слово. I know, right? Бро. Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. О, Fight. показывают. Сейчас покажут. 100 years have passed, yet there hasn't been С any Бестурным тоже играет. rules at the academia. Dare to mess with me? Have fun with this gift. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys А see где that? здесь Фарузан? Не понял вообще-то. Geometry. Почему ее нет? Geometry. It looks so cool. Где? Почему здесь Ито? So Faruzan is an anime character, and she Намек? wields a bow as her А weapon. вторая фаза Ито будет? Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. Ага. After using her skill, her next aimed shot will become Заряженная a special стягивает. attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or Вот ally это member, стяжка, it'll apply a конечно. mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of Лютая. potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. Лютая стяжка. After unlocking the talent Impetuous Мадам Flow, Фарузан. the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. Может, на урона With her будет много elemental наносить. burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse.
Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's polygone for 100 years. Bada boom! Even Sino's joke. Бра, это как всегда. Anyway, Разряжает обстановочку. Sure. When Sure. the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect Она to снимает all animo nearby resist. party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself. Привет, Наталья. So there's no need to go chasing the Анема polyhedron. резист снимает. After Серьезно. unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, Бра. when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base. Ну, для этого This дед effect тоже can есть, там only be снимает triggered резисты once for a все. certain duration of time. Понижает. Yeah. Totally. And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. So, the big question is, when can Ну travelers чё у меня будет, если я выберу все-таки That's a Скарамуччу? good question. Let's talk about the Скарамучч. upcoming event wishes. In Дед. the early part of version 3.3, Синсю. the Wanderer and Arataki Ito will be Я available понял. via their own event wishes. Ита во Faruzan второй will also фазе. be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, А это первая we'll be фаза. seeing Ran event А wishes вторая for бал. the Ren Я-то. Shogun and Kamisato Ayato. Ни то, ни другое мне не надо. Last but not least, the new А вот 5-star catalyst, Tule Tule's Remembrance, will be Скарамучч appearing in a прикольный. new weapon event wish. And that's То есть у not меня будет all. целая фаза Version 3.3, накоплений. 2 brand new artifact Круто. series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding Из этого я domain. скипаю Ooh, more Яэ. artifacts. I hope Новый travelers сет will have fun артефактов. experimenting and trying new combinations with these. Анема дамаг бонус и We've увеличит already talked МС. about a ton of new content, so why don't we Когда заряженные take a quick break атаки with another redemption code? попадают по оппоненту, человек, у которого есть сет, Woo! увеличивается скорость атаки на сколько-то процентов. Не успел. НС. Бля, НС 8 BD 6 Е PS 77 Z. Вот так вроде бы. Yes. Good. А я здесь сохранил. Какая музыка. Ну вот, уже получше пошла. Так, я. Раз. Берем 2. Что я делаю, бра? Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we Вот have это next? So пишем. next, И we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure Вот. plenty of you were wondering about that, so let's start there. let's go. You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Новый ивент, новое Yeah, оружие, I mean, одноручный it меч is в a виде test of зонтика. courage, so I'm sure there'll be some scary stuff Корона going и on гемы. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, В we'll каком be виде еще facing не a series of придумывали little tests.
Ограниченные Ooh, оружки. what's this? Tests, you say? Yes, that's Zomp. right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects Хороший. to break as many Режимчик bricks as хороший. possible. Одобряю. Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! Зависит от It even того, has что ты за elemental персонажа reactions. взял. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. Интересно. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Охренеть. Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's Ни хрена like себе. a bonus attack. Там бегает. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, Нормально, я? and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Еще один Your ивент. objective, Еще гемы collecting и типа balloons. на меткость. I don't know. Стрелять? Seems like the Wanderer's abilities might Собирать? come in real handy here. Собирать, наверное. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many Прикольно. wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or Бонусы unlimited stamina, для etc. Ooh, cool. However, собирания you этих can only шариков. claim one buff during each challenge. Интересно. You must consume Blessed Energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with Blessed Energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like время watching еще, да? parkour. Yeah, there are two Крутяк. different kinds of wilderness balloons in these Мне challenges. нравится это. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, Прошло which will приблизительно cause several полчаса harvest стрима. balloons to appear around you for Уже. a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need Уже to consider the полчаса conditions пошло. and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, Я думаю, еще минут travelers may 15, team up in co-op mode for и они challenges. закончат. Ooh, more chances И to потом play еще 15 together. минут, I это love будет it. музыка, Yeah, наверное. same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game Третий of hide and ивент. seek is back О, with the прятки. Wind Race event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited. Вот это for мне it. нравится. Nothing like a Вот good это да. co-op. Many of you might already be familiar with this event. Возвращаются by now, прятки. But there are Да. different changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics?
Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides. А почему здесь Хейза? Чё он здесь делает? You will need to use skills and Почему master the Хейза? art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run. Думаю, правила пряток многие уже знают. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught. Одна из самых early in the game. любимых, Once that would happen, all you can один do из is самых любимых spectate ивентов and watch этому. the rest as the others continue playing. But Также у меня еще там this механикус time around, прикольный once есть. you're caught, Что еще могу you'll вспомнить? still be able to participate in the match, И even in observer mode. чтобы до тройки добить. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you Какой can't еще? be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill А, will диск allow you усилений, to place a точно. random beacon to confuse Я мог the забыть. hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've been captured, you can Ловушки? be like a little Это... ghost trying to help your А, teammates это by призрак disrupting a оставляет hunter. уже. That's pretty Right. fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly. Обновление. But what Обновление does the пряток вышло. hunter get this time? I mean, we gotta keep Выйдет, it fair. точнее. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter И новые will now be able to приколюшки. use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it'll be destroyed. Типа and the снимает hunter will not маскировку. suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, Прикольно. the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for Интересно. a set duration and remain invisible while Начала you're around стрим that beacon. All вернулся, нет? players, including your rebel teammates, will be Вот он unable сдох to там, see и you всё. while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, На законченном then the стриме сидит hunter will have their 3600 vision человек. obscured for a short time. Что ж. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able Мне. to participate and assist your teammates. And, did I mention primo gems and other rewards? Ah, the good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat. Новые материалы будут Time for давать и some гемы. combat. Ну, гемы, In a приятненько. forbidden place warded by dust and sand, Четвертое. mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Это уже это... Скарамуччи. That's right, a Ивентик new подъехал. edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different leyline disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. На хиду хочется, что ли? Travelers may choose to interact with these to increase the leyline disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it На were up хиду to me, I'd хочется, say блин, а не just go джин. for all the challenges. Что-то джин выпало. I know, but travelers should Чё keep in она? mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin New and entry. earning more Mora and experience books. Кэмен. Nice, that's awesome. That'll be сейчас great for all the travelers out живешь there still в leveling up Сумеру. all their new characters. И даже не важно Сумеру, там уже, по-моему, уже там в других логах тоже появлялись. А, те кто? So Ладно. travelers looking to upgrade their characters won't want to miss Все this. равно Yeah, I mean, 27. this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! 27. But 27. before we get into that, let's take another Про quick break 27. and enjoy a redemption code. Yay! Slap that code Redemption on the код. screen. Ей!
Иди, 9S. Ой. Ей. Да что, я на русском пишу, оказывается, ладно. 9S. Супен. П. 765. Какой-то легкий. Легко взломают. Сделали бы посложнее, что они. Гуд. Рукой не очень удобно писать. Блин. Так, это все. У нас последний стрим разрабов был... Когда? Welcome back, everyone. И During где? our journey into that, we've stumbled across several NPCs Вот. talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed Вот. that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters Халява. and NPCs or battle against your friends. But there is Карточки, actually да. a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named 11-12 the дней, Ibis да? King. У меня. During the match, Раз, the два, Crocodile три, King fell 4, prey 5, to his 6, opponent's 7, 8, scheme 9, and 10, was 11. sealed away in the casket of tomes. Серьезно? Ouch, game over. У меня декабрьское сочинение выпадает ровно на 7 декабря, когда будет... Так, это прямо когда? Сюда 3 промика было. Nice. У меня декабрьское сочинение как раз выпадает на обнову. Серьезно? Нет, ну это сейчас серьезно. Я напишу это сочинение за 20 минут и уйду туда. Okay, now this is starting to sound like a plug И for запишу Yae бранч Publishing стрим. House. А, ну только если будет новая лока. А ничего ж нового не будет, да? Если не будет ничего нового, да, не надо ничего мне. Но мне плевать. Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards TCG. to duel against an opponent. The objective is to The defeat all of objective. your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that Корея resonate with Genshin десятка. Impact's gameplay, so it shouldn't be Нихуя. too hard for players to get the hang of. Хуя. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed Круто. deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be Охрененно. affected by that element. Then you can switch to a character card Карточки. of a different element and use their abilities to trigger Еще an обещали elemental reaction. в ближайших обновах добавить PvE режим. PvP, точнее. Can we even make a deck of Ну, типа можно будет just the драться. monsters from the game? You're really getting into this, Max. Ой. Yeah, I am. I like card games. Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Tavad. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By Сомневаюсь. completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards.
Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend into it. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super понимание stoked прощается to be уже. part of this. I think I just gained some Kugaryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scar? Смешно им. I know, that's awesome. Super dope. That's awesome. А я возвращаюсь. To play Оставлю звук these events and mini-games. немножко. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my И на этом будем third заканчивать. time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't I it feel good to honored feel be here. special? Seriously, I'm Do just you like- feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special Я жду битбокса. program. So, I hope Посмотрим everyone сейчас. enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye! Bye. Okay, bye, everybody! Bye, everyone! See you later! Стрим закончился. Разрабов. Раз. Битбокса не было. Unlucky. 2. Unlucky, все. 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 Всем пока. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt.